Всем привет! Сегодня мы свяжем такую юбку крючком. Она дополняет предыдущий мастер-класс по топу. Нам понадобится пряжа основного цвета. У меня это полухлопковая пряжа Alize Cotton Gold. Цвет 493. Мне хватило 2 мотка этой пряжи. Контрастная пряжа. Я использую ту же пряжу Alize Cotton Gold, оттенок номер 599. Мне хватило примерно половины мотка. Крючок. У меня это номер 3. Вы же можете использовать любой, которым вам удобно вязать. Сантиметровая лента, ножницы, тетрадка или листок для записи, ручка, иголка широким ушком. Нарисуем схему юбки. Мы свяжем 2 одинаковые половинки, переднюю и заднюю. Делаем замеры. Обхват бедер у меня равен 90 сантиметрам. Обхват бедер пополам 45 сантиметров. Поэтому в самом широком месте половинка юбки будет равна 45 сантиметрам в ширину. Низ юбки будет таким же по ширине, так как после достижения самой широкой точки бедер мы не будем делать убавки. Обхват талии равен 70 сантиметрам, то есть ширина половинки сверху 35 сантиметров. Длина изделия – это расстояние от талии до той точки, где вы хотите закончить юбку. У меня это 40 сантиметров. Высота резинки 2 сантиметра. Измеряем расстояние от талии до самой широкой точки бедер. У меня это 24 сантиметра. Вычитаем из 24 сантиметров высоту резинки, то есть 2 сантиметра. Данное расстояние будет равно 22 сантиметрам. Вяжем образец, чтобы перевести сантиметры в петли и ряды. Набираем 20 воздушных петель плюс 1 петлю подъема. То есть всего 21 воздушную петлю. Вяжем столбиками без накида. Во вторую петлю от крючка вставляем крючок, захватываем нить, протягиваем. Снова захватываем нить и протягиваем через обе петли на крючке. Столбик без накида готов. В эту петлю провязали. Вяжем следующую. Вставляем крючок, захватываем нить, протягиваем. Снова захватываем нить и протягиваем через обе петли на крючке. Вяжем по аналогии до конца ряда. Первый ряд готов. Воздушная петля, поворот вязания. Для образца вяжем в сумме 15 рядов, так как первый ряд уже провязан. То есть мы вяжем еще 14 рядов. Образец готов. Следующий этап – перевод сантиметров в ряды и петли. Берем бумажку, где рисовали схему юбки и расписывали замеры. Разбиваем лист на 2 столбика, длину и ширину. Начнем с длины. Сантиметровой лентой измеряем, сколько сантиметров в 15 рядах. У меня это 7 сантиметров. Так и записываю. Теперь ширина. Так как юбка должна быть в обтяжку, мы измеряем ширину образца не в обычном положении, а в растянутом. 20 петель равно 12 сантиметрам. 1 сантиметр равен 20 делить на 12. 45 сантиметров равно 45 умножить на 20 и поделить на 12. И это 75 петель. 35 сантиметров талии, 35 умножить на 20 и разделить на 12. У меня получается 58,3, но я круглю до 59 петель, так как талия и бедра должны оба иметь либо четное, либо нечетное количество петель. У меня будет нечетное. Возвращаемся к длине. Часть юбки ниже бедра, которая идет без убавок, равна 40 минус 24, и это 16 сантиметров. 1 сантиметр равен 15 делить на 7. Значит 16 сантиметров равно 16 умножить на 15 делить на 7. И равно 34 рядам. 22 сантиметра это 22 умножить на 15 и делить на 7. Получается 47 рядов. Еще раз нарисую деталь, которую мы будем вязать, но с замерами в петлях и рядах. Резинку я не рисую, так как мы будем делать ее отдельно. Разберем часть с убавками. За 47 рядов нужно сделать 75 минус 59 равно 16 убавок. То есть 8 рядов по 2 убавки в каждом ряду. 47 делим на 8 рядов убавок. Получаем, что нужно делать убавки в каждом 5-м ряду. Если мы будем действовать по такой схеме, то после последнего ряда убавок у нас останется еще 7 рядов без убавок. И если мы будем делать убавки так, то часть выше бедер будет в виде равнобедренной трапеции. Я же предлагаю 7 рядов без прибавок не оставлять напоследок, а распределить между рядами снизу вверх, так как вязать мы будем снизу вверх. То есть часть с убавками у нас будет не одной равнобедренной трапецией, а несколькими равнобедренными трапециями с разными основаниями. За счет этого верх юбки станет более округлым, а не треугольным. Мое распределение. Первую убавку делаю не в 5-м ряду, а в 8-м.
то есть добавляю 3 ряда. Вторую убавку делаю в 7 ряду после него, то есть добавляю 2 ряда. Третью убавку в 6 ряду, то есть плюс 1 ряд до убавок. Четвертую убавку тоже в 6 ряду. Далее делаем убавки в каждом 5 ряду. Получается, что 7 рядов, которые были бы в самом верху юбки после последнего ряда, мы распределили по всей части юбки, где идут убавки. Вязание начинаем с нижней части юбки. Набираем 75 петель плюс 1 петлю подъема. Вяжем 34 ряда по 75 петель. Данную часть вяжем по аналогии с образцом, поэтому я ее показывать не буду. Еще раз напомню о том, что стоит делать записи, чтобы не запутаться. Для меня, например, это обязательная часть вязания. Нижняя часть готова. 34 ряда по 75 петель в каждом. Далее все по схеме. 7 рядов без убавок, в 8 по одной убавке в начале и конце ряда. Свяжу еще 7 рядов без убавок и покажу, как мы будем убавлять петли. Первую убавку делаю в начале ряда. Воздушная петля, поворот вязания. Во вторую петлю от крючка вставляем крючок, захватываем нить, протягиваем ее. В следующую петлю тоже вставляем крючок, захватываем нить, протягиваем ее. У нас 3 петли на крючке. Снова захватываем нить и протягиваем ее через все 3 петли на крючке. Первая убавка готова. Далее вяжем столбики без накида до конца ряда, не довязывая 2 петли. В них мы делаем точно такую же убавку. Сначала в предпоследнюю петлю ряда вставляем крючок, захватываем нить и протягиваем ее. Далее в последнюю петлю вставляем крючок, захватываем нить и протягиваем ее. Затем захватываем нить и через все 3 петли на крючке протягиваем нить. Ряд закончен. После того, как ряд провязан, возвращаемся к схеме и делаем все по ней. Провязываем уже 6 рядов без убавок и в 7 убавки. Затем 2 раза повторяем 5 рядов без убавок и в 6 ряд убавки. Далее 4 раза повторяем 4 ряда без убавок и в 5 убавку. После обрезаем нить и вяжем резинку пряжи контрастного цвета. Основа готова. Далее резинка. Берем нить контрастного цвета, вставляем крючок в крайнюю петлю ряда, протягиваем нить, делаем узелок. Снова вставляем крючок, протягиваем нить, воздушная петля. В эту же петлю вяжем столбик без накида. И так до конца ряда. Довязали ряд. Воздушная петля, поворот. Набираем еще 5 воздушных петель. Резинку вязать будем столбиками без накида за заднюю стенку. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. Всего 5 столбиков без накида в ряду. Провязываем соединительный столбик в ту же первую петлю ряда и обязательно еще один соединительный столбик во вторую петлю ряда. Поворачиваем вязание. Пять столбиков без накида за заднюю стенку до конца ряда. Воздушная петля, поворот. 5 столбиков без накида за заднюю стенку. Соединительный столбик в третью петлю ряда и еще один в четвертую. Поворот. 5 столбиков без накида за заднюю стенку и так далее до конца ряда талии. Резинка готова, как и первая половинка юбки.
Далее вяжем точно такую же вторую половинку юбки, так как передняя и задняя части идентичны. Теперь соединим обе части по бокам. Сшивать будем с обеих сторон до конца. Прикладываем части юбки лицевыми сторонами друг к другу. Начнем соединение с нижнего края. Вставляем крючок в самые первые петли обеих частей и привязываем нить. Вставляем крючок туда же, протягиваем нить и делаем воздушную петлю. Туда же провязываем столбик без накида. И далее мы соединяем части, вставляя крючок в промежутки между рядами и провязывая туда по одному столбику без накида. Вяжем так до места, где начинается резинка. Затем делаем воздушную петлю, отрезаем нить и берем нить, которую использовали для вязания резинки, и аналогичным образом соединяем часть резинки между собой. Далее повторяем все то же самое на другом боку юбки. Готово, мы соединили обе части юбки вместе. Остаемся на изнаночной стороне, берем нить, которой вязали резинку, и иголку с толстым ушком. По верхнему краю резинки мы протянем нитку. Это нужно для того, чтобы иметь возможность затянуть юбку на талии настолько сильно, насколько вам нужно. Края нитки оставим на изнаночной стороне. Это будет что-то вроде шнурка на спортивных штанах, только очень тонкого и незаметного. Начинаем с середины передней части, вставляем иголку там. Идем по самому верху, как я показываю на видео. И идем по кругу, заканчивая рядом с тем местом, где мы оставили первый кончик шнурка. Обрежьте нить с обеих сторон, оставив оба конца по 10-15 см в длину. Украсим юбку декоративной шнуровкой спереди. Переворачиваем юбку на лицевую сторону. Перед юбки это та часть, где у нас остались концы шнурка на талии. Набираем 2 примерно одинаковые цепочки воздушных петель. Считать ничего не нужно, просто сделайте цепочки побольше в длину, а лишнее при необходимости сможете отрезать. Прикидываем на глаз, где будет располагаться шнуровка и насколько широкой она будет. У меня шнуровка будет находиться с обеих сторон на расстоянии 13 столбиков без накида от бокового шва юбки. Отсчитываю 13 столбиков без накида от бокового шва. Начинать шнуровку буду в промежутке между вторым и третьим рядами. Вставляю крючок в нужное место и протягиваю туда шнурок. Расстояние между краями шнуровки у меня 5 столбиков. По вертикали расстояние между отверстиями беру 4 ряда. Делаем шнуровку, как показано на видео. В конце делаем бантик. Так как я взяла слишком маленький шнурок, мне не хватило его, чтобы сделать полноценный бантик. Поэтому я сделаю новый шнурок подлиннее и переделаю шнуровку с этой стороны по такой же схеме. И точно так же повторяем со второй стороны. Юбка готова. Если вам понравился этот мастер-класс, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Скоро будут новые видео. Спасибо за просмотр, до новых встреч!